Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Прошлая наша встреча со Спартаком Суббота — это, прям глоток свежего воздуха, писали вы в комментариях, и хотели бы продолжить дискуссии и разговоры о главном, о нас, о людях. Суббота прямо сейчас на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуй, Александр. Вы знаете, я хочу начать, конечно, с самого хайпового, трэшового, то, что всех зацепило, то, что раздувают, разгоняют и, прям накаляет обстановку. Это дроны, которые залетели в Польшу. А, Знаете, какой-то такой очень грустный осадок вся эта ситуация оставляет. Причем у всех сторон. Там, у украинцев, которые в Украине, которые говорят, ничего себе, переполошились, да, там залетели какие-то разведдроны или шахеды делали, Мгм. собственно, какой-то оборот. Мол, Европа, ну что вы, ну елки-палки. Сейчас понятно, политически это все накладывают, давайте общее небо делать, общее ПВО. В общем, такая очень сложная ситуация, но, в принципе, все же понимают, что есть череда событий. Ну, например, горящий Кабмин, потом тяжелейший удар, 25 человек уже на эту минуту в Донецкой области под Светогорском, которые пенсии получали, по ним прилетело. Мгм. Вот сейчас вот заход в Польшу, причем серьезные люди пишут, это Путин прощупывает. С одной стороны, рано или поздно что-то подобное должно было произойти, с другой стороны, уже же происходило и в Румынии, и в Польше. В оконцовке мы получаем примерно такой же ответ и снова порцию разочарования. Что украинцам вот неочевидного, да, почерпнуть из этой всей истории? Как вы видите, видите реакцию, видите, собственно, то, как эта тема расширения войны откликается вообще на украинском обществе? Знаете, вы когда сказали, Александр, по поводу общего неба, мне это очень напоминает желание человека создать общий бюджет. А общий бюджет хочет сформировать только тот, у кого способность покупательская сильно ниже, чем у того, кто способен это все оплачивать. Поэтому, конечно, нам выгодно, чтобы у нас было общее небо, нам выгодно, чтобы нам продолжали помогать, потому что с учетом последних слов Трампа по поводу взаимодействия Путина с Моди и с Си, мы видим то, что не вводятся новые санкции. Мы наблюдаем то, что динамики положительной для тех, кто находится на территории Украины, нету. То есть есть только плохие новости. Потому формирование какого-то поля положительных новостей и расширение вот этого окна Авертона, когда сначала залетело один раз, потом второй раз, ну, уже ж прилетало в четвертый реактор во время собраний серьезных, и ничего не происходило. Дело в том, что в офисе работают люди как очень толковые профессионалы, но есть очень классные специалисты, выходцы оттуда, которые сейчас там не работают, есть те, кто работает толковые, но также и работают люди, которые не понимают, как вообще, в принципе, работает теория массовых взаимодействий в социальном поле. Они думают, ну, какая у них мысль? У них вот это нарушение причинно-следственной связи, каузальной связи. У них мысль. Если на территорию другого государства залетает что-то опасное, оно начинает понимать, сразу же это государство, и люди начинают понимать, в какой тяжелой ситуации Украина. Нет, они мыслят иначе. Они мыслят так. Дроны залетели, потому что они прилетают на Украину. Для них проблема – это Украина, не дроны. То есть, если бы не было конфликта на территории Украины, а поляк, среднестатистический поляк, он вообще не понимает причины конфликта. То есть, если вот спрашивать их, проводились же опросы, есть много этих красивых опросов, видеоопросов, когда подходят на улице, спрашивают, как вы считаете, почему воюют? Ну, и, как правило, аргумент какой? Россия напала на Украину, потому что они что-то там не поделили. Не поделили вопросы безопасности, либо ресурсы. У них нет идеи, как у украинцев, о том, что русские хотят уничтожить украинскую нацию. Там идеи такой у них нет, они об этом не думают. Потому для них любые события, которые хоть сколько-то пытаются вызвать у них реакцию или жалость, вызывают у них только раздражение. И мы видим, что мы не наблюдаем отражения это в средствах массовой информации в Европе. Мы не наблюдаем то, что кто-то уже говорит о том, куда там в Кабмин прилетело. Во-первых, ну, если вы же поймите, что такое Искандер. Если он прилетает в какое-то помещение, то помещение перестает существовать.
А даже если оно падает, туда падает эта ракета такого статуса, такого калибра, падает туда ракета, даже если она не взрывается, она рушит очень много с Кабмином. Это выглядит так, как будто бы туда дрон прилетел такой с среднего уровня дрон. Это не выглядит как будто прилетело что-то серьезное. При этом уже буквально через несколько часов там стояли люди. Ну, то есть, а почему она и второй раз туда не прилетит? Почему нету подозрения, что... То есть люди не задаются простыми вопросами. Но и понятно, почему люди не задаются простыми вопросами. Например, европейцам легко находиться над ситуацией, посмотреть, что происходит в Украине. И они теряют к этому интерес. Украинцам находиться над ситуацией сложно. И это связано с тем, что чем ниже уровень жизни, качество жизни, платежеспособность людей, в принципе, чем ниже качество жизни нации, тем меньше шансов при удовлетворении базовых потребностей, что они выйдут за границы понимания своего уровня. То есть шанс того, что случится вот этот вот латеральный скачок интеллектуальный, очень маленький, потому что и он не должен случиться. Если он случится, это же почему, например, вымирает умное население. Умные стараются заработать денег, сформировать бизнес и так далее. То есть они мыслят так. Люди, которые имеют ниже финансовые ожидания, ниже уровня интеллекта, они готовы там делать по 5-6 детей, и они не беспокоятся в этом. Также и здесь. У украинцев в связи с обстоятельствами базовые потребности спустились до минимума. Просто пережить ночь, покушать и чтобы было где ночевать. Тоже интересно, тоже где ночевать. Люди снимают за большие деньги в городах себе жилье, а ночуют в метро. Интересный подход получается. Ну, просто довели нацию до такого, что она вынуждена выживать. И вот что происходит. У людей для того, чтобы задуматься о том, кто в этом виноват, а виноват ли в этом офис, а заинтересован ли офис вообще в мире, а кто принимает эти решения, может ли кто-то спровоцировать, ну, сделать вот эту провокацию, чтобы прилетело, собственно, они не могут выйти за этот предел. И это называется в науке, в когнитивистике есть такое понятие, называется разрыв эмпатии. Неспособность оценить влияние внутренних факторов на принятие решений. Голод очень сильно влияет на принятие решений. Боль очень сильно влияет на принятие решений. Очень такой короткий пример. Проводились серьезные исследования. Дэниел Канеман и Мост Тверски проводили исследования на базе судов в США. И выяснилось, что на 70% больше оправдательных приговоров судьи принимают после обеда. Просто поели. На 70% больше. У украинцев возможность себя обеспечить питанием. Вы цены видели? Это же колоссальное. Ну, в Европе можно прожить на такие деньги. Питание, обеспечение уровня жизни. Из-за того, что у украинцев сложности финансового характера, а где взять еще 300 миллионов на обеспечение военной промышленности сейчас, это ж, ну, нет понимания Не тоже. 300 миллионов, миллиардов. миллиардов, да, Да, миллиардов. да, 300 На миллиардов. этот год. На этот год. Да, на этот год, вы правильно заметили. И получается так, что уровень жизни падает, и интеллектуальные способности тоже падают. Это вот как вопрос, почему люди в Советском Союзе не задумывались о том, что нужно свергнуть такого злого Сталина? Там выйти за границы понимания примитивных вещей, типа, что нужно поесть и выжить, ну, вот и все. Это было нереально. Ну, смотрите, Потому, тут же тоже такой момент, причем очень важный. Вы так зацепили, там вот в Советском Союзе люди. Уровень базовых потребностей, ну, то есть поддерживался на достаточно высоком уровне, плюс, внимание, идеология. Ты рабочий человек, ты работаешь там у станка, ты получаешь больше, чем инженер твоего завода, ну, с кассы денег. И да, это был, ну вот смотрите, тут и от этого, да, то есть, но сохранялась система, уважение, начальник дурак, то есть все как бы сохранялось. Сейчас система очень исковеркана и, ну, просто выглядит как какой-то идиотизм. По сети, вот, например, да, вот если брать частности, история с Кулебой. Поговорил с итальянской прессой о том, что он в командировку, и быстренько чкурнул, так сказать, смылся, да, за часы, пока опубликовали указ, в котором вот эти дипломаты, которые там, ну, во время войны, все, они не могут выезжать. Но он выехал. То есть подсуетился вовремя. Это все напечатали, конечно, испоганили, сказали, это все враг, им такого не было, записывает либо видеообращение, я буду в Киеве 20-го, я вернусь, будет там, буду спикером, да, буду выступать, говорить о том, что у нас какое-то поколение мощное, сильное. А параллельно с этим
разрывают в сети, в ТикТоках, в соцсетях, там, разных соцсетях. Люди рассказывают свои истории, как они, мол, вернулись в Украину, и их сразу как бы лицом в пол, ТЦК, вперед, давай, распредцентр. Нет, ну, платишь на месте $800 и езжай. Он говорит, а куда езжай? Я домой еду. Ну, куда? Ну, блокпосты, там свои цены. Ну, понятно, что это Кулебу не коснется, но он всех зовет назад. Давайте возвращайтесь, давайте воевать. Просто исковерканная социальная структура украинского общества, наложенная на те причины, о которых вы сказали выше, голоде и боли, а, нам и преподносит, что, ну, там, залетевший какой-то дрон в Польшу, ой, это возможность поговорить, написать в соцсетях и как бы причина для какой-то будущей радости, отложенной радости. И контекст радости сильно изменился. Нам сейчас свойственно радоваться не тому, что у нас стало лучше, а тому, что стало хуже у тех, у кого было хорошо. Например, происходят какие-то проблемы, отключение света в Испании и во Франции было. Ну, это было вот буквально, не знаю сколько, ну, может, полгода назад, если вы слышали, даже меньше, может, месяца 4 назад. Отключение света, оно продлилось меньше суток. Я ж живу в Испании, я ж это, ну, я ж присутствовал при этом. Отключился свет, я как раз в этот момент был в зале на тренировке, отключается свет, включается через 3 часа, но шуму столько, теперь все испанцы будут знать, как мы живем, будут знать, что это такое, когда нету света. Да они не беспокоятся, у них пока не было света, Александр, они сидели на террасах и пили, кто-то пил там сервезу, кто-то, ну, то есть люди отдыхали, у них не было паники, понимаете? Паника формируется тогда, когда отключение света знаменует потенциальную смерть. А потенциальную смерть сейчас отключение света знаменует именно на территории Украины. И потому обеспокоенность украинцами по поводу Украины становится меньше, потому что есть четкое понимание того, что это невозможно изменить. И потому они начинают искать раздражителей извне. Вот. У поляков что-то случилось плохо, будут теперь знать. Случилось что-то плохо у испанцев, у итальянцев. Вот видите как. То есть и я не помню, это я смотрел один из ваших эфиров, у вас был как раз эфир с Алексеем, и вот он объяснил суть менталитета, что приоритизация стоит, ну, у украинского, что приоритизация стоит не на обеспечении собственного качества жизни, а на угнетении качества жизни тех, кто успел, смог сформировать его. И вот эта вот механика, такая вот динамика движения нашего менталитета от обратного, она ж не делает лучше жизнь нашу, она старается сделать хуже других. И из-за этого мы не можем, как я опять сказал, из-за вот этого эффекта, который называется разрыв эмпатии в когнитивистике, мы не можем, мы готовы страдать, но мы хотим, чтобы страдали другие больше, чем мы. Такая достаточно сильная озлобленность. По поводу Кулебы. Мы это уже слышали много раз. Это достаточно неплохой пиар-ход. И я не думаю, что для кого-то секрет. В принципе, у всех, даже оппозиционных и блогеров, и журналистов есть связи, есть близкие товарищи в офисе президента, потому что не все в офисе президента абсолютно сумасшедшие, которые хотят абсолютного зла. Некоторые люди там находятся по причине меркантильности, например. Я не считаю это прям злой причиной, они хотя бы искренне об этом говорят. И вот они большую часть информации, которую можно распространять среди своих, они распространяют. Они объясняют, что все телодвижения Кулебы, они полностью согласованы. И задача этих телодвижений сформировать возмутительный, вот прям именно вот этот вот контекст вокруг одной персоны, которая в итоге все равно вернется, и ей ничего не будет. И это формирует, смотрите, мозг запоминает, это вот причинно-следственной связи, очень важно, мозг запоминает, что если что-то произошло после чего-то, значит оно обязательно произошло вследствие. А это не так. Значит, что происходит? Кулеба уезжает. Это ж не первый раз он уезжает, но давайте будем откровенны. Кулеба уезжает. Формирует инфоповод. Причем инфоповод формируется искусственно. Уехал Кулеба. Да кому какое дело вообще, кто этот Кулеба? Уже никому не интересен. Он был когда-то. Сейчас он уже, это просто персона. Кулеба уехал. Формируется искусственный инфоповод. Влияет на сознание людей. Кулеба обязательно возвращается, и таким образом создается какой нарратив? Каждый, кто уехал, возвращается, и все в порядке. Но только не сравнивайте себя и бывшего министра. Это разные вещи, у которого сейчас есть финансовые возможности и связи.
Поэтому это все делается средствами массовой информации. Более того, эти средства массовой информации, они же спускают эту информацию. То есть, смотрите, марафон уже неэффективен. Все это понимают, это даже понимают самые такие профессиональные украинцы, понимают, что что-то с марафоном не то. Информация теперь спускается другими каналами, она спускается через блогеров. И это очень удобно. Сейчас абсолютно всех, даже самых радикальных блогеров, либо купили, либо склонились к сотрудничеству. Я очень коротко попытаюсь объяснить, чтобы зрители понимали, почему так происходит. Система была когда-то внедрена еще Геббельсом, но она очень эффективная. Этот принцип на самом деле работает на территории Украины не так давно, и он называется теория ограниченных эффектов. Это социальная теория средств массовой информации и коммуникации, которая гласит, что одна тоталитарная система не может подавлять абсолютно волю всех людей. То есть необходимо распределять по уровню интеллекта, по уровню потребностей. Потому подкупаются блогеры или склоняются к сотрудничеству, как это бывает, из разных областей, с разным уровнем интеллекта, и у их аудитории должна быть соответствующая динамика. Информация подается в том виде, в котором конкретная аудитория способна это потреблять. Очевидно, что, допустим, для аудитории Starlink это будет одна информация, для аудитории там какого-то лачина другая и так далее. И получается, что за счет теории ограниченных эффектов, вот есть центральная, она распределяет, доходит абсолютно до каждого человека именно конкретно одна информация разными путями. Потому что рано или поздно один аппарат информации перестает быть эффективным. И вот эта теория ограниченных эффектов полностью кастрировала любое медиа. Сейчас любой человек, который хочет хоть что-то говорить свободно, хоть немножко имеет статус свободомыслящего человека, он обкладывается санкциями. Его просто, он становится подсанкционным, и он не способен говорить. А у людей в Украине, у подавляющего большинства, нет даже такого понимания, что такое VPN. Я вот когда там опубликовал, говорю, VPN, мне пишут, мы не хотим показаться глупыми, подскажите, что это, как этим пользоваться, потому что людям интересно. И многие люди начали смотреть вас, чтобы вы понимали, и говорят, блин, так оказывается, ж есть вот такая точка зрения. Говорит, а мы же не могли даже посмотреть. Люди не могут зайти посмотреть. Арестовича не могут посмотреть. Вас не могут посмотреть многих других. И как я уже говорил в прошлый раз, абсолютно неважно, кто кого кем считает. Собирайте информацию из разных источников. Это, кстати, очень интересная история. Я бы хотел, чтобы мы подробнее ее разобрали. Получается, что есть определенная, сейчас в контексте дронов это модно, матка, которая выпускает разного, скажем так, размера, или там одинаковые, но много в разных направлениях, условно такие дроны поменьше. И, в принципе, смысл и как бы целевой удар наносят не вот эти дроны поменьше, а вот именно центральный дрон матка, да, то есть потому что он четко видит вектор, направление, цель, а это уже просто разные способы достижения этого успеха. Я вот как хочу, чтобы вот с какой стороны вы посмотрели. Украинцы, которые находятся на территории Украины, они же абсолютно, все понимают у себя на кухнях. Они же все четко видят, кто, чего, где. Вот вы Стерненко упомянули, он же говорит, там 60% дронов закупленных в мусорку. То есть, а это же сопровождается параллельным курсом вот этими веселыми видео, перепевками песен, а сбрось 2 гривни на дрон, а вот здесь там ты выпил кофеечек, а давай вот это вот все. То есть, и это все вроде как 2 гривни, это мелочь, там, все, я доначу, все донатят, я доначу. Но параллельным курсом мы видим, что, так это Министерство обороны неэффективное, а Стерненко эффективный. То есть, это конкретный пример, да. Меня интересует погруженность. Вот насколько длинные щупальца у этого спрута офиса президента. Потому что, как оказалось, внезапно, они могут простираться очень и очень далеко. Александр, смотрите, как это работает. Сознание человека – вещь сложная, и потому оно стремится к упрощению.
Любая нервная система, абсолютно любого, даже умного там, или глупого человека стремится к динамической стереотипии, повторению одних и тех же действий. И то, о чем я говорил, он ищет выгодный способ оправдать любое с ним происходящее. Очень сложно людям признать, что, например, история с желанием вступить в НАТО полностью противоречила безопасности соседних стран. Что причиной тому, с чем мы сейчас столкнулись, может быть не только глупая, нелепая, бессмысленная, тупая агрессия. Есть много разных факторов. Но для того, чтобы их оправдать, это тоже называется такой эффект стокгольмского, эффект покупателя, который вложился в то, что ему там не надо, это стокгольмский эффект покупателя, или еще называется эффект невозвратных издержек. Чем больше мы тратим во что-то и во что-то верим, тем больше мы ожидаем дивидендов от этого. Сколько денег было потрачено на дроны, люди продолжают донатить. Так работают мошенники. Как они работают? Вы вкладываете какую-то сумму, говорите, слушай, вот не получилось, но сейчас мы можем все вернуть полностью, надо только доложить еще там 100 тысяч. И вот эффект невозвратных издержек, он еще, кстати, имеет название в британской литературе иррациональное усиление, эффект иррационального усиления. Он формирует у украинцев потребность верить в любой абсурд, в любую чушь, которая хоть сколько-то оправдает нелогичность их поступков. И тут получается что? Не у офиса президента щупальцы там длинные, куда-то они дотягивают. Там очень примитивные, смотрите, там нет, там были интеллектуалы, они все уехали, которые умеют выстраивать социальную коммуникацию. Умеют. И вы этих людей хорошо знаете. Их там не осталось. То есть там они двигаются вот по тем лекалам, которые им давали раньше, они уже становятся менее эффективными, потому они идут жестоким путем, они склоняют к сотрудничеству, они шантажируют хоть сколько-то любого инфлюенсера. То есть самые рациональные люди, с которыми я вот общаюсь, публично они ведут себя, вот, собственно говоря, вот так. И связь здесь очень простая. Они говорят, что для минимизации рисков, с которыми они могут столкнуться, они вынуждены платить небольшую цену, говорить то, во что не верят. Но не мне ли рассказывать, что, как опять-таки Геббельс говорил, что если постоянно человеку говорить, что он свинья, он поверит, что он свинья. Дайте мне, говорит, средства массовой информации, я смогу превратить людей в стадо свиней, без проблем. Потому в этом заключается вся суть, что уровень интеллекта украинцев не играет никакой роли. Играет роль их базовая способность удовлетворить свои потребности, она сейчас низкая. Неспособность вычленить хоть сколько-то хороший контент, потому что он недоступен. Многие люди не знают, что существует канал Александра Шелеста. Не знают, потому что они никогда... они в Ютубе на него не попадают. Даже вот если вы живете за границей, у вас номер телефона украинский, вы не видите этого. То есть ограничили доступ хоть сколько-то любой другой информации. Потому кто там, допустим, вот Стерненко говорит правильные вещи, но не с правильными людьми взаимодействует. Кто-то говорит правильные вещи, но взаимодействует не с правильными людьми. Я сторонник консеквенциализма. Я считаю, что важен результат, не мотив. Мотив может быть хорошим, а результат всегда плохим. Я сужу по результату. Результат какой? Огромное количество денег украдено. Вот как было с катастрофой, когда прилетела в детский центр. Помните, больше года назад сколько денег было собрано? Где эти деньги? Никто не понимает. И у людей пропадает надежда. И они к этому начинают относиться с юмором. Это самая большая опасность. Самая большая опасность. Когда к своему правительству относишься с юмором. Да, опять украдут. Да, ну что ж вы хотели, вот сейчас мы опять там задонатим. Опасность для кого? Это для людей опасность. Опасность для людей. Ну, в конечном счете, конечно, для государства, потому что он просто перестанет существовать, если не будет сплоченной нации. Должна быть какая-то национальная идея. Идея с тем, ну, идея такая, что как угодно, только не вот так, это не идея. Это бесконечное противостояние. Мы знаем нации, которые, особенно с индексом рождаемости меньше единицы, это вообще колоссальный индекс, это очень мало, а индекс смертности очень большой, выживали больше 50 лет. Через 50 лет с точки зрения социальной динамики украинцев, ну, существовать перестанут они просто, их не будет. Потому вот вы спрашивали в прошлый раз про то, какая это семья. Ну, это я вам описал идеальный вариант семьи.
Потому, к сожалению, если вот так вот подрезюмировать, психика человека стремится к тому, чтобы оправдать любые, даже самые глупые наши поступки на начальном этапе, которые мы делали, исходя из воодушевления. Мы победим, мы справимся. Теперь она поддерживает эту динамику, и мы продолжаем допускать глупости только по той простой причине, что нам сложно признать, что мы были идиотами. И обратите внимание, вот говорят, о, кто-то переобулся. Сразу умный человек. Для меня это сразу умный человек. По сути, если спросить, что значит переобулся? Изменил точку зрения. Просто любят называть, таким унизительным переобулся. Мне все равно, как будут называть. Суть такая. Человек меняет свою точку зрения. Да хоть 1000 раз на неделе. Но если он способен ее менять, значит, у него есть какая-то интеллектуальная динамика. И все, что происходит в рамках вот этого, на кухне говорите, эффект социальной желательности. Люди хотят быть социально приемлемыми. И у них настолько сильный страх высказать свою непопулярную точку зрения, это что же, как в прошлый раз, спираль молчания. Ощущение того, что твоя точка зрения непопулярна, ты ее боишься высказывать. А она очень популярна, но они об этом не знают, потому что везде наложены санкции на всех людей, которые говорят об этом. А их миллионы смотрят. Посмотрите, сколько людей смотрят ваши выпуски. Людей, живущих на территории Украины, которые знают, как это посмотреть. Людей смотрят и Арестовича, и вообще, всех оппозиционных людей, кто хоть сколько-то там доносит какую-то информацию, много людей смотрят. Но создается ощущение, что они в меньшинстве. Нет, ребята, вы в большинстве, просто когда вы начнете об этом говорить, хоть это будет поздно, вы это осознаете. Потому что уже даже проукраинские, провластные блогеры получают подозры за то, что просто где-то в компании что-то не так высказали. Ну, потому что стучат. Это отдельная вообще Да, тема, откуда это стукачество произрастает, откуда его корни. Они примерно корень один и тот же. Спартак, важный аспект того, о чем мы говорим, это прежде всего вариант подтачивания и разрушения. Вы там говорили о том, что надо просто ждать, система съест сама себя. Не похоже. Ну вот не похоже. Потому что находятся новые каналы, находится новая история, находится определенный новый, скажем так, инструмент, там, новый блогер, новый какой-то канал коммуникации, новый лом, лидер общественного мнения. Все находится. Я хочу, чтобы мы вот бросили параллель от ситуации в Украине, а это никто не делает, потому что все думают, ну какая-то глупость, ну подождите. Мы тут пока воюем в Украине за старые порядки, за непонятное, скажем так, обогащение на войне элит, то есть, смотрите, изначально цели и задачи войны потеряны. Если нужно, не знаю, там, демонстрировать и разгонять там польскую хату, в которую влетел дрон, польскую хату, а там-то люди посмотрели так, люди, в Польше, смотрите, дом разбомбило, хатынку какую-то в селе. А люди смотрят, я, например, посмотрел, так подождите, это же Польша, Европа, Европа. А видите там евроремонт? Нет. То есть все немножко под другим углом посмотреть люди не могут. О, польскую хату разбомбило. Или, например, там, да, вот, там, гипотетически, да, вот это череда, которую я упоминал. Тут трагедия, тут яркая картинка, вот еще какая. Вот, и это все постоянно накачивается. Параллельным курсом цель войны теряется. Изначально зачем это все это? Если вводят в законодательство страны, это ведь серьезный шаг, понятие «война за независимость», то ты понимаешь, что что-то не то с этой войной. Если буква закона теперь так гласит. Если Зеленский выходит и говорит, пока Путин не оккупировал всю Украину, мы побеждаем, тут уже даже самый глупец четко видит, что это манипуляция. Даже если ты не понимаешь, как тобой манипулируют, но ты видишь, что это манипуляция. Параллельно с этой историей, нашей, украинской, произошло мировое событие. Первый госпереворот тех, кого принято называть зумерами в ой, Непале. классно. И вот смотрите, то есть многие считают, что геополитическое событие, ШОС, отпочкование мира, Индия, Китай, вот это все. Непал, он между Индией и Китаем.
Там есть варианты ввода полиции, войск для подавления беспорядков, но меня интересует другой контекст. Это революция людей, у которых забрали соцсети. И вы посмотрите, какая она. Сожгли, просто наухнали, сожгли все красивые там здания правительства. Били министров, там жена премьера не пережила этот переворот. Все поуходили в отставку, эвакуировались на вертолетах. Уровень агрессии сумасшедший. Почему? Очень просто. Дело в том, что на эффекте контрастов, когда мы сталкиваемся с чем-то, что нас сильно возмущает, мы готовы с этим бороться. Для того, чтобы вот это вот нас возмущало не сильно, необходимо сначала, напомню, ограничить доступ к конкретным людям, конкретному блогеру, заблокировать один какой-то сайт, потом заблокировать еще несколько, потом наложить такие условия, при которых просмотр этих сайтов будет затруднен. Впоследствии наложить, допустим, на, пример, Порошенко сказал, надо запретить Телеграм. Это же вообще нонсенс, это смешно. Я не знаю, честно, вроде и нельзя смеяться, но я иногда так смотрю и так, тешусь, думаю, блин, если уже такие успешные люди такое говорят, то у нас у всех есть шансы. Просто реально, говорит, надо Телеграм заблокировать, потому что теракты происходят через Телеграм. У человека явно проблемы с причинно-следственными связями. Тут о вопросе интеллекта нужно задаться, вопросу сохранности личности, хотя бы какие-то структуры памяти должны быть у человека работать, что-то должно, может, там какие-то натропные препараты пропить уже, в конце концов. Человек у власти, он же принимает решения. Ты решения принимаешь за людей. Какой Телеграм, какие теракты? Успокойся. Что ты говоришь? Сигнал есть, люди пользуются сигналом. Кстати, в Украине одна из самых больших диаспор, которые пользуются сигналом, это украинцы, это же понятно. Вот в чем разница, Александр, в том, что когда, как про окно Овертона, когда постепенно насаждается идея о ментальном рабстве, это ментальное рабство наступает, и ты его не ощущаешь. И ты начинаешь возмущаться, когда кто-то пытается ломать эту систему. Давайте разрешим вот это. Ой, и что же тогда будет? Если мы разрешим вот это все, люди начнут смотреть их, и вообще начнется, и даже если они правы, зачем, вот эта фраза, да, не будем раскачивать лодку. Что происходило в Непале? Качество жизни у людей там невысокое, но оно удовлетворительное. Согласно опросам Всемирной организации здравоохранения, уровень удовлетворенности людей в Непале, я вчера поинтересовался, выше среднего. В целом, несмотря на то, что у них есть немного, они этим довольствуются, их это устраивает. Но у них нет претензий на Евросоюз, как вы сказали, на евроремонт. Тут правильно сказать, у них нет претензий на евроремонт. Это у нас есть претензии на евроремонт. У них таких потребностей нет. Социальные сети являются источником получения удовольствия, взаимодействия и заработка. Если их резко отключить, вы столкнетесь с тем, с чем столкнулся Непал. Потому что не было подготовлено население. Да, диктатура, вопросов нет, но диктатура имеет умеренное влияние на территории Непала. То есть оно дает возможности людям жить. Когда у человека нет возможности нормально мыслить, свободно мыслить, я не говорю даже изъясняться, мыслить, просто задуматься, что если вот все, что нам рассказывают в новостях, неправда. Когда не дают даже такой возможности, тогда все остальное кажется сверхпреимуществом. Пример. У меня есть знакомая, она очень здравый человек. Раньше она работала с правительством. И вот она стоит и говорит, представляешь, к нам приехал какой-то там музыкант. Я не слушаю эту музыку, что-то, какой-то популярный музыкант. Даже в такие тяжелые времена приезжают, проводят концерты. Я говорю, Акстись, ты чему радуешься? Говорю, серьезно? Я говорю, вникни. Ты радуешься тому, что приехал какой-то мужик заработать денег. Там вообще не стоит задача вас чем-то порадовать. То есть вы неужели этого не понимаете? Она немножко так со стороны посмотрела, говорит, да, и правда, говорит, с каких пор я радуюсь этому? Я могу в любой момент поехать там во Францию и послушать, это там проходит каждый месяц какие-то серьезные мероприятия. Поэтому как сделать человека счастливым? Отнять сначала все, что у него есть, а потом вернуть то, что было. Не надо сверхприбыль, не надо улучшения. И с украинцами делают хуже. С украинцами делают так. Отнимают абсолютно все, а возвращают им назад то, что им никогда не принадлежало, именно арабское мышление. Потому что украинцам не свойственно оно на самом деле, несмотря на исторические какие-то события.
Им свойственно коллективное мышление, вот куда смотрит общество, туда двигаются они, конформизм. Но рабскость, ну нет, но его навязывают, что мы должны умирать за какую-то независимость. Если мы должны, логика такая, если мы должны умирать за независимость, значит должен быть период в истории, когда эта независимость была. И этот период должен быть лучшим. А что это за период? Не приведи Господь кому-то сказать, какие это годы Украины. Начнут назвать там или пророссийским, или еще кем. Понимаете, да? Ну, то есть не вздумайте сказать, когда Украина была реально независима. Так что за это надо бороться, получается. Нет, за это бороться не надо. У нас другое представление. У нас другое представление о независимости. Потому, почему это закончится, кстати? Потому что, Александр, несмотря на желание как говорится, какая бы даже самая большая задница в мире проигрывает абсолютно легкой машине на скорости 100 км в час. Факт не, вот просто неотвратимый. Факт, с ними возможно спорить, демографический коллапс. Не будет кому, ну, невозможно будет поддерживать это. Люди устали. Устали даже те, кто гиперпатриоты, устали, абсолютно все устали, и все закончится, и сколько бы Зеленский не придумал там продлевать, как-то вводить новые законы, вообще как что бы ни было, несмотря на то, что самые активные уже уехали, 18-22 уехали, потом говорили, вот никто не уедет, вы видели, какие были пробки на выезде? Так их не Люди выезжали. считают, как оказалось вчера. На запрос там депутата Железняка говорит, Дейнека, начальник погранцов, говорит, ребята, так и мы их не считаем. Их даже не посчитали. То есть все же линейно смотрят. А что их считать? Ну, поехали там, кто учиться, кто вернуться, ничего страшного. Понимаете, в чем дело? Тут тоже манипуляция. Когда нам Зеленский говорит, да нет никакой проблемы. Власть говорит, там, Свириденко говорит, да нет никакой проблемы. Ну, поехали, ну, вернуться, ничего страшного. А проблему просто не показывают, их не считают, этих людей, которые уезжают. Не сосчитали. Тут два варианта. Или плевать, или не хотят расстраиваться. Я думаю, что не плевать, потому что выехали люди, которые активно работали. Эти люди, подростки, увольнялись одним днем. Просто сегодня не выходит на работу, он уже уезжает. И они приносили колоссальный прибавок в бюджет. А это важно. Потому нет, не плевать. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что если они будут это считать, если будут хоть какие-то данные об этом, то просто возникает вопрос. Хорошо, вы приняли решение выпускать 18-22. Почему раньше не выпускали? Вот очень простой вопрос. Почему раньше? Почему сейчас? Хорошо, начали выпускать. Почему 22? Почему не 24? Еще ж год до службы воинской. Что делать тем, кто уже пошел служить, вот, допустим, выпускаете до 22? Вы же такую пропаганду вели про вот этот возраст 18-21 или сколько, 18-24, за 1 000 000 гривен в год идти воевать, что-то такое предлагали, было это очень популярно. Что делать вот этим ребятам, которые мобилизировались, пошли на контракт? Имеют ли они право уехать? Не имеют. А что им делать? Это все на самом деле среди военных, это ж недовольство растет, просто о нем никто не говорит. Но недовольство растет. Это не те барбершопные ребята, которые в кадре сидят, это реальные люди, которые теряют конечности. То есть, которые реально умирают, у них, вот. И возникает вопрос, в чем логика действия? Логика заключается в следующем. Им не нужны протесты, люди с протестными настроениями, потому сейчас покупаются верхушка военных, дарятся квартиры, машины и так далее. То есть они становятся просто максимально конформными. То есть формируется прослойка конформистов среди военных, которые будут подавлять, по мнению офиса, будет подавлять недовольство военных. Не сработает. У военных как раз, это звучит странно, но у военных есть понятие воинской чести, а вот субординации нет. Потому когда это все закончится, и даже до того, как это закончится, в какой-то период, когда люди начнут уже, это не может длиться вечно, и то, что вы говорите, вот вводятся новые законы, да, все к этому готовится, но давайте учитывать, что там отсутствует здравый смысл, они же на него не опираются. И из-за того, что они не опираются на здравый смысл, они не могут посчитать, они действуют ситуативно. Это китайцы могут, так, посмотрим, что там через 10 лет у нас будет.
Тут месяцами исчисляется. Еще месяц назад мне говорили, ребята из офиса президента говорили, мы хотим замириться до конца года. Риторика поменялась. Говорит, мы не способны удержать его. Говорит, на него влияют люди, которые не имеют никакого понимания ни в стратегии, ни в войне, ни в коммуникации. Абсолютно некомпетентные люди влияют на мнение главнокомандующего. Мы не можем ничего сделать. Мы просто смотрим за этим, как все тонет. Мы, говорит, как скрипачи на «Титанике». Потому Спартак, Александр закончится. смотрите, понятно, что все рано или поздно закончится, но уже слишком долго и слишком большие последствия. Я хотел, чтобы мы с вами обсудили тему вашу, абсолютно вашу, но с пониманием того, что вообще происходит в украинском обществе. Значит, стереотипно, и я тоже, кстати, я до сих пор так считаю, даже вот эта война, даже социальный вот этот перекос, история с ТЦКшниками, даже не отворачивают, не отменяют мою точку зрения, не корректируют, а укрепляют. Я считаю, что Украина – это территория, где земля, да, вот общество, ментальный, там, эгрегорный, да, вот купол, где сохранено и развивается, пускай там где-то мутирует, где-то иногда в свете разных кризисов, но это общество, где доминируют женщины. Женщина. Отсюда у нас там голова и шея, отсюда вот все равно это очень сильный и мощный двигатель Украины как пространство. Давайте я так подберу слово. Пространство. Ну, чтобы не... Потому что любой там контекст, который я сейчас впишу, он будет разрушаться определением. Поэтому давайте я так пространство. А, Я, если честно, ну, абсолютно поражен, да, то есть как женщины, да, то есть бунтуют, там дерутся с этими мужиками из ТЦК, как они их там блокируют, отбивают пареньков, отбивают мужиков, в общем, как они влияют на этот процесс. Но есть определенный нюанс, который тоже очень важен. Эти же женщины ведут своих детей в Ровенской области, запустили программу. Я помню, была в Луганской области во время Второй мировой, Великой Отечественной, вот та молодая гвардия. Ну там, да, и это прям символ, образ, все хотели быть похожими. А они запустили программу «Молодая нация». Внимание, юные ДФТГ. Так и пишут, юная ДФТГ. Ну, то есть подростков, детей, да, отправляют в эти, и там их там учат, там, вот, там, мы вас научим, там, программа, давай вперед. Люди, подписчики присылают, смотрят, стоят в очереди в аптеке мама и сын, а сыну лет 12, он по форме. То есть это же вроде те же самые женщины. Война изменила соотношение женского и мужского в украинском обществе, как вам кажется? Я думаю, что не поменяло, потому мы с этим сейчас и сталкиваемся. Как правило, отправляют... Давайте я зайду издалека. Я учился в Суворовском в военном лицее, в Киевском военном лицее. Я имел там сержантскую должность, я учился хорошо, то есть я в это все понимаю. Потому я плюс-минус понимаю, на что опираются родители, когда отправляют туда детей в мирное время. Это формирует дисциплину. Почему отправляют сейчас? У меня понимание искренне. Смотрите, у меня нет ответа на этот вопрос. Мне нужно их поспрашивать. Я вам гарантирую, что я задамся этим вопросом, я сформирую вопрос и дальше вам отправлю результаты со статистикой. Я проведу, у меня есть возможности провести на территории Украины в таких вот местах опрос. Но по поводу того, что изменилось ли мужское и женское, нет, не изменилось. Статистика такая же. Подавляющее большинство мужчин на фронте воюют, понимая, что вернутся к семьям. То есть у них есть расчет на то, что вернутся к семьям. Опять-таки, при опросах некоторые из них утверждают, что одна из причин воевать – это поддержание собственной семьи, потому что нет источника дохода и нет альтернативы. Они не могут устроиться на работу, потому что нет брони. Большую часть зарплаты они отдают женам. И
давайте посмотрим правде в глаза, 91% разводов украинцев, не только на территории Украины, а вообще украинцев, инициируют женщины в данный момент. Но какие женщины? Те, кто выехали. Те, кто выехали, те, кто имеет возможность как-то свободно передвигаться. Большая часть разводов связана с этим. А остальные склонны продолжать отношения, но не гарантируют преданность. Потому что не могу бросить, он же военный, я сейчас брошу, он в тяжелом положении, но хочу продолжать отношения с кем-то другим, потому что хочу жить свою жизнь, я так понимаю, что мой молодой человек не вернется. То есть это типа с концами, исходя из того, что он говорит. Это абсолютно женская логика, вы правильно сказали, но в контексте женского мышления, потому что оно прагматично. Главное не путать прагматичность и рациональность, что это не одно и то же. Оно прагматично, они оценивают короткие перспективы. Женщины, которые отдают своих детей в подобные заведения. У меня есть еще, кстати, один пример, я думаю, вы видели, это кошмар тоже. Значит, отдают в подобные заведения. Это способность оправдать собственные шансы вложиться в процесс войны. Они не могут ничего дать сейчас армии, они не могут дать ничего государству. Единственная защита в социальном поле – я отдала своего ребенка на подготовку. Потому что у нее взрослый ребенок еще не умер, муж умер, может быть, давно, а может, не умер, может, просто развелся с ней и уехал за границу. Единственный элемент вложения и причастность к процессу защиты государства в их сознании – это отдать своего ребенка. И мы не можем сказать, что это плохие матери, мы можем просто сказать, что это очень хорошие профессиональные украинцы. И они могут себе это сейчас позволить, потому что они понимают, что к тому моменту, когда ребенок подрастет, войны уже не будет. Это не глупые люди. Они знают, что войны уже не будет. Будет что-то другое. Непонятно, как эта территория будет называться, под каким она флагом будет. Непонятно, как долго она продлится. Непонятно, что будет в принципе. Может, откроют границы, она вообще заберет ребенка, уедет. То есть, но у нее есть понимание, что на данный краткосрочный промежуток времени этот эффект собственного оправдания позволяет ей жить спокойно. А она думает о том, что да, я вот в школе училась, мне в голову как бы ничего не залезло. То и детям ничего не залезет, ничего страшного. Просто есть большая разница между процессом обучения и процессом пропаганды, зомбирования. Это вот уже совсем другое. Возмутило меня, колоссально возмутило формирование нарратива смертника у детей. Я увидел, как в школе, среди маленьких, там первые, вторые классы, перед уроками и после уроков у них экранчик «Минута молчания». Александр, минута молчания. Это что вообще такое? С чем растет ребенок? С осознанием того, что он сейчас выучится, чтобы потом умереть. Он живет плохо, смотрит, как страдают родители, чтобы выучиться и умереть ради того, чтобы продолжать жить плохо. Потому для меня вот эта вот история с минутой молчания, с почтением в детских садах, она абсурдна. У меня товарищ есть, воюет, он в хорошем, очень серьезном подразделении, серьезный человек, старший офицерский состав. И он, когда узнал, что его сын вот это стоял вот так вот на минуте молчания, он сказал: забирай ребенка со школы, мы переведем его в лицей. Говорит, я буду лучше платить втридорога, но чтобы я такой ерунды не видел. Говорит, это формирует у ребенка понимание того, что он должен прожить жизнь, чтобы умереть. За что-то. Не ради себя, а за что-то. Но не хватит ресурсов. Опять мы возвращаемся к тому, что просто не хватит ресурсов. Он уже закончился, мы уже находимся на лимитах. Я говорю не только про бюджет, я говорю про человеческий ресурс. Все энтузиасты уже либо выехали, либо находятся на фронте. Остальная группа людей, которая способна воспроизводиться, в течение 5 лет у нас очень сильно просядет демография. Не способны просто будут воевать. Женщины воевать не пойдут, это очевидно. Даже если пойдут, это просто будет цирк, честно говоря, они не смогут никак оправдать смертность. Количество людей, которые умрет на войне в первый день, и я даже не говорю там обстрелов, еще чего-то, там просто базовые средства гигиены мужчины не способны использовать. Там для женщины это катастрофично будет. Это будет очень тяжело для женщин, потому что женщины больше нуждаются в чистоте в связи с циклом, в связи с тем, что, допустим, она беременна, она забеременела или еще что-то, в связи с тем, что у них просто кожа менее грубая, они не привыкли к этому.
Те женщины, которые пойдут, они пойдут самоотверженно. И ничем, собственно, хорошим это не закончится. Ни для государства, ни для этих женщин. Потому все движется к концу. Проблема заключается в том, как вы правильно, Александр, заметили, что э, движение очень медленное. К тому моменту хорошие, качественные люди, которые могут внести большой импакт в государство, они уже выдохнутся, либо умрут. Ну да, умные умирают, конечно, такой своеобразный, ну, вектор, да, что ли, этого движения. Два момента хочу, чтобы мы вот вплели сюда. По поводу, ну, вот Непала, да, и вот этой революции жесточайшей, казалось бы, от молодых людей. А, Понятно, что, ну, глупость совершили руководители Непала, и за нее и поплатились. Тем более там абсолютно другой состав населения, там молодежи больше, там, понятное дело, там это все накладывается. Но, ну вот смотрите, в Украине, например, там, да, отбирают украинскую православную церковь. Ну, берут и отбирают. История, когда там в маленьком глухом селе Черновицкой области взяли батюшку, 58 лет, отвели в ТЦК, а там же смотришь, ну, понятно, там его выпустили потом через несколько дней, потому что покатали в часть пристроить, а все говорят, ребята, вы в своем уме? Ладно, батюшка, не батюшка, все равно. 58 лет, куда я его возьму? Говорит, один командир, второй, третий, ну в общем. А, Но там, если историю посмотреть, батюшка, у него забрали храм. Ну, забрали. По вот этим всем как бы тенденциям перехода в ПЦУ, Московская церковь, все дела. Они со своим приходом сначала служили на улице. Ну, тоже так себе вариант, потому что небезопасно, там это все, понятно, срывают. Они там нашли какое-то помещение, ходили туда. Это все там территория одного села. Ну, и его с этого забрали. Послушайте, у меня возникает очень понятный вопрос. А в чем причина? Почему эти действия, там, перемывание мощей, там, храмы, которые силой забирают, вот этих там батюшек, на которых охотятся, почему не вызывает вообще никакого сопротивления? Я не про Непальское говорю. Я просто говорю о том, что получается, что ну, в этой всей истории с войной и с 30 лет, 30 годами независимости, ну, то ли церковь себя дискредитировала, то ли украинцы верующие, такие верующие. Ну, вот в чем, как вы видите, эту причину, что вот такого сопротивления нет? Хотя есть, конечно, храмы, которые там пытаются отбить, их не дают отбить, есть те, которые дают, но глобально украинский народ не получается, не имеет отношения к этой проблеме. Или как бы отстраняется, говорит, о, это типа дело верующих, это пускай там, это мы разберемся потом в другом обличии, и вообще это не важно. Во-первых, есть большая недооценка. Вот знаете, как думают то, что в современном мире вера и религиозные принципы не играют такой большой роли. Играют. Подавляющее большинство людей, смотрите, я не говорю верующие, подавляющее большинство людей считают себя верующими, называют себя христианами и так далее. То есть это важно. Это первое. Второе. Не происходит агрессивных, активных действий, и за это нужно благодарить как раз, не ругать, а благодарить, потому что это соблюдение библейских принципов не происходит благодаря вот этим батюшкам. Когда их задерживают, они говорят, следуем Слову Божьему, ни в коем случае, никаких там протестов, ничего не делаем, все будет в порядке. Молиться вы можете где угодно. То есть, смотрите, сами протесты не провоцируются этими людьми по одной простой причине. Подавляющее большинство из них очень порядочные. Вот и все. И они понимают, что рано или поздно все вернется назад, и вот когда оно вернется, они снова вернутся. Но это не воины, которые будут сильно сопротивляться, и они, обращу внимание, не хотят создавать проблемы, трудности тем людям, ну, которые у них в приходе. То есть они не хотят прихожанам создавать проблемы. Была одна попытка, где-то под Одессой был храм, и тот собрал своих прихожан, сказал, давайте будем отстаивать. Там парочку из них попали в тюрьму в итоге. Ну, то есть их арестовали за агрессивные действия, хотя они на самом деле защищали просто храм.
И впоследствии батюшка потом извинялся. Ну, извинялся не перед властями, не перед кем. Говорит, мне жаль, что я принял такое решение. Как оказывается, невозможно, значит, бороться с этим так. Лучше пускай люди будут на свободе, будут живы и здоровы. Не хочу провоцировать дополнительные проблемы для своего прихода. Потому многие из них на самом деле просто порядочные. Если вы посмотрите, как это все купится, батюшки это делают своими силами. Они никого не призывают. Это люди в возрасте, они устали. Смотрите, они, как правило, это люди либо в возрасте, либо люди достаточно высоких моральных принципов и ценностей. Хоть я сам именно моральные принципы не особо поддерживаю, я поддерживаю другие принципы, но мораль для меня в последнее время становится таким существом под вопросом. Но они придерживаются их, и они следуют букве закона, которая написана в их книге. Они говорят, что не надо гневаться, на все воля Божья, значит, так надо, значит, сейчас так происходит, такой период. Много церквей было в гонениях. Побудем немножко, а потом вернем. Молиться вы можете дома. Вот иконы заберите, пожалуйста, закрывается это, заберите иконы домой, пускай они у кого-то будут, когда-то вы потом, если откроем новый храм. То есть высокий уровень порядочности не дает им создать достаточно сильное напряжение в обществе для того, чтобы этому противостоять. А люди, которые набожные, достаточно сильно убеждены в своей вере, они не будут проявлять агрессии, потому что их вера, в принципе, направлена не на это. Попробуйте закрыть несколько мечетей, и мы столкнемся немножко с другим. Так вот, получается, что, смотрите, добро какое-то вот без кулаков, да, культяшками трясет. Ну, вот получается Увы. так. Увы, да, но я хочу сказать, что эта стратегия правильная. В социальном поле это выглядит как оккупация церкви и аннигиляция, что в социальном поле, особенно для американцев, ну вот Рубио об этом говорил Вэнс. Ну, мы не будем говорить уже про просто спикеров, таких, которые являются инфлюенсерами, типа там Такера Карлсона, да. Именно из-за того, что нет агрессивного сопротивления, это выглядит как тотальное подавление и оккупация, и искоренение и уничтожение без каких-то шансов, что дает возможность мировому сообществу обратить на это внимание. Папа Римский об этом даже сказал. То есть смотрите, на что это все будет впоследствии влиять. Впоследствии будет легче ссылаться на людей, которые попали в эти тяжелые обстоятельства, которых лишили собственного прихода, лишили собственных возможностей, и все равно все откатится назад. Но есть черная такая плохая сторона этой всей истории. Это будет очень кровавым последствием для представителей альтернативной церкви, которая сейчас декларирует, что она является там главнее. Да нет главных церквей. Ну, то есть это не работает так, что есть одна конфессия главная, а другая не главная. Там ортодоксальная правильная, там католическая неправильная, или католики правильные. Такого нет. Но в связи с тем, что есть такое разделение на территории Украины, есть угнетение церковников, это приведет к тому, что абсолютно неважно, были правые угнетатели или нет, они столкнутся с очень сильным эффектом отката. Причем, Александр, кровавым. Это же будут те же люди. Смотрите, люди, которые боролись за веру, это те же люди, которые скидывали потом попов с колоколей, и это те же люди, которые ходили потом втихаря молили. Это все одни люди. Эффект возвратный будет достаточно сильный. Будет ли он, конечно, публичным, это другой момент. Этого я, честно говоря, не знаю. Вы вспомнили американцев. Прокомментируйте ситуацию с убитой украинкой в метро в Северной Ого. Каролине. А, Смотрите, тут же очень важный момент. Я просто хочу как бы дать вам пас в этом отношении. В каком ключе? Нам показали, носом ткнули, вот всему народу Украины, ткнули носом в то, что из себя кто представляет. И когда мы тут сидим, переживаем, как на футбольном матче в овальном кабинете за Зеленского, да, когда он приезжает к Трампу, нам просто показали, кто есть кто. Когда вот это с гордостью Зеленский говорит, я назначил Стефанишину послом в США, да, вот это вот. Смотрите, лично Трамп
лично высказывает соболезнования. Лично глава ФБР берет под свой контроль ФБР расследование, потому что это вообще произошло и, в общем, и так далее. Понятно, порядок в городах, это безопасность, это, знаете, это вот общая вот проблема. Общая. Там в Европе бог знает, что происходит. В Америке тоже они, ну, это прям тема. Но елки-палки, ни слова, ни полслова никто из так называемых лидеров Украины об этой украинской беженке, просто убиенной ни за что, да, никто не сказал. А понимаете, в чем тоже такая подоплека? А сейчас говорить уже поздно. Сейчас уже все Да. сказали. Сейчас уже все понятно, уже даже можно найти в интернете и видео, там же есть цензурировано, вот прям как наносились эти, все уже показали. Ну, со стороны Америки, да, вот все в сети. И это просто получается, ну, это, а мы проглотили. Но мы не ситуацию проглотили, ситуация тяжелейшая, понятно, там это ужас, в нее, ну, хватает вот этого всего уличного беспредела Мгм. везде, везде. И ты не защитишь себя. Это из-под тишка, это сзади, это вот, то есть там нельзя оценивать, давать советы, это бессмысленно. Мы проглотили собственную власть, которая декларирует нам, как она заботится обо всех украинцах, а по сути не нашла даже 2 строк в какой-нибудь социальной сети. Есть две причины, почему так случилось. Первая связана с неспособностью мыслить в долгосрочной перспективе, а вторая связана с тем, что очень большая нагрузка сейчас на сам аппарат власти, очень много принимается решений, им не до этого. Смотрите, они об этом сказать не могут, но им сейчас не до этого, поверьте, там есть проблемы, которые, как они считают, более масштабные. Но по поводу того, что они не смотрят, вот, скажем так, немножко на пару шагов вперед, я не говорю далеко вперед. Значит, смотрите, какой был бы эффект, чего они очень сильно упустили. Если бы они заявили об этом публично, сказали, очень жаль, что случилось так, мы там даже введем минуту молчания. И это не единожды случаи такие, когда, внимание, люди, уехавшие из Украины, сталкиваются с насилием там, где не ожидают, за границей. Это прекрасный был бы задел для того, чтобы многие вернулись в страну. Это прекрасный задел был бы для того, чтобы показать, что за границей небезопасно. Не стоит задача сказать, что в Украине безопасно. Все и так понимают, что не безопасно. Но что там тоже и никто не защищен, причем это все в поезде, в метро происходит, во всех вот этих вот, в автобусах. То есть это происходит там. Была еще ситуация, девочку столкнули под поезд, возможно, слышали, была В Германии, история да. в Германии, да, столкнули под поезд. Никто словом, ни полсловом, а это, ну, серьезная проблема. И если бы наши политики об этом говорили, это был бы такой им бонус. Я не понимаю, почему никто им этого не подсказывает, но подсвечивание смертности за границей украинцев от жестокого поведения жителей – это козырная карта. Почему они ее не разыгрывают, я не понимаю. Ну, опять-таки, не понимаю, ну, потому что для этого нужен какой-то латеральный скачок, интеллект, вот эта вся история, она же, типа, это все-таки, как ни крути. Все примитивнее, мне кажется. Ну, Ну, представляете, сейчас да, выходит кто-нибудь и говорит в Америке там слово поперек. Все, вы что, побоялись? Тщедушие сыграло. Не какой-то там занятость. Вы оправдываете сейчас офис. Тщедушие. Они малодушны, они неспособны, они лишний раз боятся, ну, вот тех, кого они боятся. Понятно, что общество, народ тут по-другому. Тщедушие. Вот это вся вот эта вот история, то есть, ну, вы поняли, там с этими Миндичами, НАБУ мгм. воюет с СБУ, вот это все, там уехал кошелек семьи Зеленского, флешки, криптовалюта. То Да. есть это все реакции на тщедушие. Испугались картонного Майдана, это тщедушие. Это, ну, заячья душа, понимаете? Вот и вся причина. А мы просто пытаемся каким-то образом, получается, придать тщедушие, обличить за план. То есть, получается, это тоже конспирология своего рода. Да, и, Александр, важно тоже понимать, что диктаторам тоже нужно уметь быть.
это не так просто. У диктаторов получается подавлять какие-то протесты. Не было бы никакого диктатора, настоящего диктатора, не было, давайте так, махрового, качественного диктатора, а не того, кто мнит себя Наполеоном, не было бы никакого картонного Майдана. До этого бы не дошло. Есть понимание того, как действовать, люди понимают, они умеют удерживать власть. Но есть пример, например, человека, который умеет удерживать власть и делать это так, что подавляющее большинство населения, которое способно пойти и проголосовать, голосует за него. В Российской Федерации есть президент, который удерживает эту позицию очень много лет. И в связи с последними событиями, я так понимаю, что до конца своей жизни он будет на этом посту. И делается это таким образом, что у людей, даже если возникают вопросы, не возникает желания с этим бороться, потому что налажены правильные процессы подавления. Здесь эти процессы подавления, вы правильно сказали, есть страх. Там страха нет. Там есть понимание. Здесь есть страх, и из-за этого не получается быть эффективным. Но при этом они же не видят все инструменты, которые могут использовать. Например, отказ выплат в Польше людям там, пособия, в том числе по медицине, снижение пособия в Германии. То есть наша власть не умеет использовать ошибки других людей, ну, других государств, в пользу себе и своей демографии. Они это игнорируют, хотя это очень просто. Выйди просто в эфир, посочувствуй семье этой женщины, скажи, что вот украинка, она поехала туда, она работала на нелегкой работе, она работала, ну, типа, не где-то в элитном месте, она работала в общепите. Это человек, который пошел работать, приносил деньги в бюджет, она старалась. Вот как это происходит, потому, как говорится, думайте. Вот, сделайте выводы какие-то для себя. Вот еще одна ситуация, где украинка. Мы приносим, им даже не надо говорить, что Америка плохая, немцы плохие. Им нужно говорить другое. Мы приносим глубочайшие соболезнования семье умершей. Нам очень жаль, что они столкнулись с насилием там, где они рассчитывали на поддержку. И это, кстати, дало бы им еще задел для коммуникации в рамках поддержки со стороны Евросоюза в финансовом плане. Просто такую риторику им должны выстраивать политтехнологи. Но у меня создается ощущение, что уже все, кто хоть сколько-то разбирался в этих вопросах, либо выехали, либо умерли, либо сошли с ума. Да, так получается и есть. Но с другой стороны, понимаете, это точно так же с призывом воевать за независимость. А если вдруг, ну, ты погибнешь за независимость, то теперь будут 6,5 лет тебе выплачивать вот эти 15 миллионов. Да, 80 месяцев, да, или сколько там сказали, это вообще какое-то безумие. То есть, понимаете, то есть, вот логика. Ну, И это вводят, показывают, рассказывают от нищеты, от нехватки ресурсов. Обличили, опять нарисовали слайды, опять вот сказали, сейчас вот там 300 дадим, потом еще, потом каждый месяц там по 150, короче. И вроде ты при деньгах, да, ну, имеется в виду родственник погибшего на войне солдата. да. И вроде ты при деньгах, и вроде ты привязан к этому государству, но по большому счету у тебя забрали дорогого человека, члена твоей семьи, родного. А, Ну, то есть, опять проблема в коммуникациях. Знаете, Александр, я вот вспомнил какую вещь. Она почему-то так мимо пролетала обычно меня. Я с этого смеялся, но не обсуждал. Не было с кем обсудить. Смотрите, а, насколько уже относятся к народу как к скоту, ну, то есть насколько низко упала планка коммуникационная, насколько вот этот вот эффект, про который я говорил, разрыв эмпатии, что у людей нет возможности удовлетворить базовые потребности, что они, смотрите, реклама ориентирована на покупателя, правильно? То есть мы делаем такую рекламу, которая ударит в боль человека, чтобы он приобрел наши услуги, либо воспользовался нашим сервисом. За год войны мы выплатим тебе столько, что ты сможешь купить там 13 тысяч бургеров. Или 12 тысяч сетов роллов Филадельфия. И я смотрю, а это висит, типа, ну, это висит везде. Вы смотрите, насколько людей вообще перестали считать, ну, хоть сколько-то значимыми. То есть они понимают боль человека, что для человека пойти повоевать год, возможно, потерять конечности. И если ты правильно, ты должен еще правильно потерять конечность, простите, конечно, но ты должен, ну, либо правильно умереть, нужно еще, чтобы выплатили, либо правильно потерять, то есть там есть определенные условия, там целая задача. И тогда, ну сколько там, 12 тысяч бургеров, вы можете себе представить, это же очень много. Но это же абсурд.
Ну, это же это смешно. То есть это все равно, что мне бы сказали: Спартак, тебе нужно... Вот сейчас ты там закончишь PhD, и 10 лет работы тебе принесет там 70 тысяч бургеров. Я говорю, вы что, рехнулись? А как там насчет, может, детей воспитывать, там, дом купить? Они говорят, да не, как еда? Бургеры, еда. Вот самое примитивное. Мотивирует едой. Да, ну как животных получается, да. Да, вот я же говорю, насколько упал вот это вот уровень, то, что вот разрыв эмпатии. Человек голоден, болен, у него нет возможности, вот, примеры, множество экспериментов. Человек не способен принимать рациональные решения, когда у него есть ощущение боли, страха и голода. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо вам большое, Александр. Друзья, берегите себя, всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.